прошлой серии «Бедной Насти». Я пойду к нему и скажу ему, что между нами все кончено. Почему ты так поступил? Я надеюсь, что не стесню вас своим присутствием. Что вы, мы всегда рады гостям. Лучик. Лучик, ты сбежал? Это из-за Анны вы меня гоните? Я не желаю слышать это имя из твоих уст. Ступай отсюда. Ты не переслала ни единого моего покаянного письма детям? Нет. Ты лгала мне? Да. Лучик, ну куда же ты? Ну? Опять готовишься к дуэли? Ты неисправим. Снова прячешь за гневом свои истинные чувства. Я не вижу другого способа разрешить спор с Репниным. Наши отношения зашли в тупик. И сколько еще зла принесешь ты людям из-за своего несносного характера? На этот раз вы беспокоитесь о Репнине? Нет. Миша сильный человек, он не нуждается в моей защите. Но вот Анна, долго еще будет страдать она из-за тебя? Недолго. Скоро все решится. Ты ведешь себя как мальчишка. Видно, прошлая дуэль тебя ничему не научила. Прошлая дуэль была тоже из-за женщины. Из-за женщин стрелялись и более достойные люди, чем мы с Мишелем. Да вы же сами говорили, что за любовь стоит бороться. Убийство друга не та цена, которую можно заплатить за любовь женщины. Но почему же убийство? Это будет честный поединок. Но ты же убежден, что погибнет Михаил, не так ли? Доброго здоровья, ваше сиятельство. Здравствуй, Глафира. Полина, я ваше сиятельство. Да. Барин, вы мне кое-что обещали, помните? Долг платежом красен. О чем ты? Какой долг? Как же так, неужто запамятовали? Если бы не я, наша Аннушка была бы сейчас в Архангельской губернии у нового хозяина. Это я ее от Карла Модестовича спасла. Ты об этом? Я его задержала в конюшне. А если б хозяин узнал, быть бы мне битой. Помню. Полина, помню.
Вы же обещали мне прослушивание в театре. Я сделаю все, что обещал. Вот так всегда. Вот так всегда. Господа наобещают, да обманут. Почему же обманут? Ну, пустите меня, черт возьми! Ну, я завтра же отпишу дядюшке. Ваше сиятельство, пообещайте, что не обманете. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Я все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Вы ошибаетесь, мадемуазель Нарышкина. Натали моя лучшая подруга. Между ней и Александром не может быть ничего, кроме дружбы. Да-да, простите, ваше высочество. Мне не стоило говорить об этом. Так неловко вышло. Постойте. Да что с вами, Натали? Я всего лишь хочу помириться с вашим женихом. Благодарю вас, ваше высочество. Однако я не думаю, что стоит это делать. Отчего же? Андрей обрадуется, узнав, как ловко вы отделались от ухаживания моего отца. Нет, Александр Николаевич. Он так холодно встретил меня. Я вовсе не хочу его видеть. Тем более оправдываться перед ним. Натали, нам с вами скрывать нечего. Именно поэтому я и не заслуживаю, чтобы мой жених так холодно обращался со мной. Я просто не узнаю вас, Натали. Где же ваш веселый нрав, эти пылкие чувства? Сейчас я испытываю только злость. В голову лезут дикие мысли. Может, вовсе не выходить за него замуж? Я готова расторгнуть помолвку. А что толкает вас на такой отчаянный шаг? Его вечное равнодушие ко мне. Смею полагать, что когда вы будете вместе, все изменится? Сомневаюсь. В последнее время я все чаще думаю, что наша свадьба была бы ошибкой. К чему спешить? Почему вы так смотрите на меня? Я не знаю, что сказать, Натали. Я думал, вы любите Андрея. Но если вы собираетесь расторгнуть помолвку, то я сомневаюсь в ваших чувствах. Я совсем запуталась. Я хочу быть его женой. Но боюсь, что он навсегда останется таким равнодушным. Александр Николаевич, что мне делать? Скажите, а что вас навеяло на эту странную мысль? Пустяки, ваше высочество. Теперь я понимаю, как была далека от истины. Но все же мне любопытно. Вам даже не стоит об этом беспокоиться, такие мелочи. Просто Наталья и Александр всегда и всюду вместе, и он смотрит на нее с такой нежностью, а она отвечает ему взаимностью. Все это замечают. Не надо делать такой быстрый и поспешный вывод. Натали и Александр хорошие друзья, им интересно вместе. А вы знаете, что такое настоящая дружба? Ах, нет, ваше высочество.
Это ни с чем не сравнимое чувство. Иногда мне кажется, что дружба важнее любви. Да-да. Я так думаю. Когда есть человек, которому можно доверять во всем, то чувствуешь уверенность в себе. Прошу прощения, Ваше Высочество. Так глупо вышло. Не нужно было вам все это говорить. Я просто хотела предупредить, ведь я желаю вам только добра. Благодарю вас за искренность, мадемуазель Нарышкина. Но если вы хотите мне добра, то не сочтите за труд не разносить подобные слухи. Мне трудно представить себя очаровательной юной леди. Я не привык на себе видеть испепеляющие взгляды поклонников и не обучен кокетству. Александр, сейчас не время для шуток. Мне необходимо ваше мнение. Скажите, выходить мне замуж за Андрея или нет? Но вам лучше знать. Я совсем запуталась. Мне кажется, что при встрече вы неверно уловили настроение своего жениха. Вы требовали внимания, а его занимали иные мысли. Да, верно. А ведь так уже было. Помните, когда он беспокоился о своей сестре, а я неверно истолковала его холодность? Боже мой, я же даже не расспросила, как у него дела в поместье. Быть может, у него была серьезная причина для беспокойства? Вот видите? Вам бы стоило его поддержать. Кто лучше возлюбленный утешит в трудную минуту? Да, вы правы. Возможно, я тоже была слишком холодна к нему. Но лишь от того, что я попала под его настроение. Но это же не первая ваша размолвка. Все прежние закончились примирением. Так будет и на этот раз. Но влюбленные не должны так часто ссориться. В любви не все бывает гладко. Вы говорите сейчас о ваших отношениях с принцессой Марией? Я говорю о вас и вашем женихе. Простите, ваше высочество. Вы любите Андрея? Иначе бы легко забыли о нем. Ваше терзание не признак ли это подлинных чувств? Вы так думаете? А вы? Мне страшно. Мне кажется, он отдаляется от меня. Я так боюсь потерять его. А что вы делаете для того, чтобы быть вместе? Избегаете его? Как это глупо с моей стороны. Если бы не вы, я бы наделала столько ошибок и потеряла бы самого дорогого мне человека. Нельзя отталкивать того, кто испытывает к вам самые искренние чувства. Я говорю о князе Андрее. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Александр, я так благодарна вам. Вы так терпеливы, а я все время докучаю вам. Вы единственный мой друг, готовый бескорыстно помочь мне советом и делом. Я не хочу Мишиной смерти. Надеюсь, мне не придется стрелять. Если бы она убедила Репнина в том, что она его не любит, дуэль бы потеряла для него всякий смысл. Поверит ли он ей? Если она неравнодушна к Михаилу, то не сможет быть искренней. Сможет. Она прекрасная актриса, вы же знаете. О, Анну трудно заставить делать то, что ей не по душе.
Потом она никогда не полюбит убийцу. Скорее возненавидит того, кто отнял у нее надежду на счастье. То есть шансов, по-вашему, у меня нет? Репнин живой или мертвый, все равно будет для меня помехой. У тебя могут появиться шансы, если ты отменишь дуэль и дашь Анне право выбора. Истинная любовь не терпит насилия. Всякий раз, когда вы даете мне советы, мое положение ухудшается. И не говорите мне, что вы имели в виду совсем не то, что я сделал. Я поступлю так, как считаю нужным. Я буду драться. И пусть произойдет то, что должно произойти. Звали, барин? Ах ты, Господи, окно-то распахнулось. Звал. Подготовь пистолеты. Давненько, барин, не стреляли. Решили поупражняться? Прикажете подготовить мишени? О мишенях я позабочусь сам. А поупражняться придется. Ступай. Не обманите меня, ваше благородие. Я ведь все, о чем мы договаривались, сделала. А для меня это ой, как непросто было. Я же сказал, сделаю все, как договаривались. Да отойди ты с дороги, я что, непонятно говорю, что ли? Что стоят все ваши слова, барин? Уедете и забудете про меня. А я-то все глаза проглядела, все думала, вот вернетесь с хорошими новостями. Сию же минуту отойди. Иначе не видать тебе театра. Просидишь всю жизнь здесь. Уж не прогневайтесь. Меня так часто обманывали, что никакой веры к людям не осталось. А я всего лишь бедная крепостная девушка. А у меня талант. Театр – моя жизнь. Кажется, дымом тянет. Нет, барин, вам показалось. Это в конюшне. Лошади, держи! Назад! Ключ, много ключ, Владимир! Погоди! Что встали, снег не сиди! Давай, Тёма, заливай, души! Воды! Жива! Жива! На воздух ее, быстро! Снега! Снега еще не сиди, быстро! Аня! 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 Господи, это что же это, а? Я прошу тебя. Ну дыши, ну очнись! Ну очнись ты, Господи!
Аня, дыши! Нет! Я прошу тебя! Не умирай! Нет! Дыши! Все, успокойся, успокойся. Подожди, тихо. Нельзя говорить, дыши, успокойся, дыши. Слава тебе, Господи. Все прошло, все хорошо. Господи, как же это так, а? Как же это так? Я же даже подумать не мог. Нет, Господи, как же это так? Анна! Александр, мне необходимо с вами поговорить. Я могу идти, Ваше Величество? Не смею вас задерживать. Я слушаю вас, Ваше Величество. Если бы ты прислушивался к моим советам, мне бы не пришлось отводить глаза. Но, к сожалению, мои уроки не идут вам впрок. Вы как будто нарочно совершаете необдуманные поступки. Прошу прощения. Это было неосмотрительно с моей стороны. А если бы вошла принцесса Мария? Слухи по дворцу распространяются с невероятной быстротой. Вы правы. Мне надо быть осторожнее. И это касается не только нынешней ситуации. Я уже предупреждал вас относительно серьезных чувств. Вы не должны допускать повторения истории с Калиновской. И не стоит обольщать себя на предмет Репниной. Она, к счастью, скоро выходит замуж. А вы уверены? А вдруг она передумает? Пока все тушили пожар, на конечный огонь, как я вижу, перекинулся в столовую. Впрочем, я только хотел узнать, все ли в порядке. Вижу, что хорошо. Владимир, я просто хотела спросить, как там? Как лошади? Спасены. Но кто устроил поджог, кто запер конюшню, пока не ясно. Кажется, наше объятие не пришлось ему по душе. О чем вы? Вы просто помогли прийти мне в себя. А Владимир, как всегда, все истолковал по-своему. Он не ошибся. Ваша жизнь мне дороже собственной. Я благодарна вам за спасение, но наши отношения останутся прежними. Я крепостная, а вы князь. Зачем вы так, Анна? Вы уже один раз сами подтвердили то, что у нас нет будущего. Я совершил ошибку. Так не лишайте меня возможности искупить ее. Анна, будьте снисходительны. Я кляну себя за то, что причинил вам боль. Ну, простите меня, Анна. Миша, ну не говорите так, прошу вас. Это невыносимо слышать. Обида, которую вы нанесли, слишком сильна.
чувства, те большие чувства прошли, их уже никогда не вернешь. Забудьте меня, прошу вас. Так будет лучше для нас обоих. Но почему? Почему вы не смотрите мне в глаза? Вы произносите эти нелепые слова. Вы так не думаете. Я чувствую это, я знаю. Уходите. Вы больше ничего не услышите от меня. Вы так стараетесь, чтобы я забыл вас, что, мне кажется, я уже слышал эти слова. Но тогда их произносил другой человек. Вы понимаете, о ком я говорю? Я не верю, что вы сейчас искренне. Я оставлю вас только тогда, когда буду уверен, что я больше вам не нужен. Вот беда-то какая. Аннушка чуть не задохнулась. Коней едва спасли. А соломы-то... Соломы сколько погорело. Убыток-то какой. Как же это могло случиться, Карл Модестович? Дыма без огня не бывает. Поджег кто-то. Что это? Трубка. Трубка моя. Ах, твоя. Откуда она здесь? Кто ж на конюшне курит? Ей-богу, барин. Клянусь, не из-за нее пожар случился. Я, как сейчас помню, гасил я ее. Загасил и... здесь где-то положил. А сам вышел. Из-за тебя чуть Анна не погибла. Ей-богу, барин, нет моей вины. А ворота тоже не ты запер. Анну здесь не ты оставил. За старое взялся. Мстить вздумал. Да что хотите со мной делайте, барин? А не запирал я ворот. И солому не поджигал. Да и как я могу Аннушке зла желать? Чем хотите, поклянусь, не моя вина. Бог тебя поймет, Карл Модестович. Но я этого так не оставлю. Я до правды докопаюсь, так и знай. И коли твоя вина, прибью. Ты чересчур увлекся княжной. Это очевидно. Но я не понимаю, зачем Репнина принимает твои ухаживания? Ведь она как будто любит своего жениха. Я могу выглядеть влюбленным, но не глупцом. Я способен отличить истинные чувства от игры. Александр, женщины коварны. Им ничего не стоит скрыть за кокетством корыстный интерес к персоне из царской семьи. За княжну Репнину я ручаюсь. Напрасно. Вполне вероятно, что она хочет чего-либо добиться. Например, восстановление в чине для своего брата. Князь Репнин никогда бы не стал прятаться за спину своей сестры. Это бессмысленный спор, Александр. Я понимаю. Княжна Репнина, безусловно,
куда более подходящая фаворитка, чем Калиновская. Да сколько можно об этом, отец? Однако я в 100-й раз прошу обратить тебя свой взор на принцессу Марию, которая вскоре станет твоей женой. А вы все-таки хотите сделать княжну Репнину своей очередной фавориткой? Возможно. Но только я не стану в нее влюбляться, в отличие от тебя. Барон, у меня для вас хорошая новость. Анна больше не желает меня видеть. Какое мне дело, кто вас желает видеть, кто нет? Есть люди, которым вы можете приказать делать все, что вам будет угодно. И они не смеют ослушаться. К сожалению, Анна одна из них. Так вот вы о чем. Это было ее решение. Ее никто не принуждал. В ее голосе не было искренности, только страх ослушаться. Соперничество должно быть честным. Кто вы такой, чтобы указывать мне? И здесь не место для свиданий. Вас сюда никто не звал. Я приехал не к Анне. В поместье Долгоруких появилась женщина, похожая на Ольгу Калиновскую. Я решил, что вы должны знать об этом. Это действительно она? Она называет себя Еленой Болотовой, но я-то ее узнал. Появление Ольги здесь неудивительно. Она слишком любила Александра, чтобы жить от него вдали. Но вернуться из Польши под собственным именем было бы слишком опасно. Что она задумала? Совсем недавно мы чуть не погибли из-за этого романа. А теперь опять намерены драться. И если вы считаете, что Анна этого недостойна, вы можете отказаться от дуэли. Я не подумаю. Анна рождена для того, чтобы разбивать сердца. Но рядом с ней должен быть человек, который сделает ее счастливой. Я готов бороться за ее любовь и даже отдать жизнь. Но смею вас уверить, я умирать не намерен. Я не промахнусь. Анна, позвольте поставить? Да, Григорий, конечно. А что это? Вот принес. Барин велел пистолеты почистить. Давно не стрелял. Глаз у него зоркий. Да вы и сами знаете. Да, знаю. Спасибо, Григорий. Действительно ли вы любите его? Мое положение не позволяет мне любить князя. Так идите. Идите, скажите ему об этом. Вы даже не понимаете, как это важно. Ой ты, Господи, сердечный, ты на кухню-то ее зачем приволок, а? Пусть постоит, пока приберутся. Вот беда с этим пожаром. А уж убытку сколько. Да слава богу, что все живы остались. И главное, барин меня винит. Будто я нарочно сено поджег, чтоб Аннушку погубить. Ой, Господи. Вот напасть. Ни за что, ни про что. Так сами виноваты, Карл Модестович. Я помню, как вы Аннушке проходу-то не давали. Сосвету готовы были ее сжить. А теперь вот не дай бог, что с Аннушкой случится. Вам же и отвечать. Да и барин наш тоже хорош. Помнится, на Анну зуб имел, а теперь его будто подменили. С Анной пылинки сдувает. Не дай бог, не так на нее посмотришь, помой заставит выносить. Да если бы я, упаси бог, что-нибудь против нее задумал, так ведь не докажешь ничего. Вот,
Котеночка ее нашел. Там на конюшне зашибить могут. Ой, какие нежности. Думаешь, Анна за это тебе спасибо скажет? Она только плохое помнит. Да не хочу я ей зла. Вот вы говорите, раньше было что-то. Так ведь прошло. Ой, Карл Модестович, хорошо, чтоб так оно и было. Ну а что мне теперь делать? Ну и трус же вы, Карл Модестович. Ну, кому охота за чужие грехи отвечать? За свои, Карл Модестович. За свои прежде рассчитайтесь. Ну, гад. Я тебе за Анну глотку порву. О, если б грусть моя, что давит сердце мне, тебе без слов была понятна, как ночи мгла без звезд, как мир в предсмертном сне. Она темна и необъятна, обманчивой слезой не выплачешь всего, не перескажешь песни нежной, ты песни не поймешь, как сердца моего не понял ты в груди мятежной. Чудесно, Натали. У вас дивный голос. Спасибо, Ваше Величество. Благодарю вас, Ваше Высочество. Прошу. Что вас так развеселило, Мари? Поделитесь с нами. Право, мне неловко. Но это очень забавно. Да? Натали, я должна вам сказать, я знаю вашу тайну. Какую тайну? О чем вы? Вы любовница наследника престола. Что за глупости? Ай, почему вы разволновались, Натали? Это сплетня мадемуазели Нарышкиной? Так я и думала. Нет, эти придворные слухи с каждым днем становятся все более нелепыми. Пора мне придумать серьезное занятие для фрейлин, чтобы у них не оставалось времени на сплетни. Это ужасно. Видеть все через кривое зеркало. Так думать о дружбе. Все это очень глупо. Простите меня, Натали, я вас расстроила. При дворе нужно быть готовым ко всему. Это мне ясно. Простите, я вас покину. У меня занятие. Успехов вам, Мари. Нам будет без вас скучно. Ну что, милочка, довольна? Ваше Величество, я не хотела. Я не могла и подумать.
Я была так осмотрительна. Что вы говорите? Даже невеста наследника престола наслышана обо всех подробностях ваших отношений. К счастью, у нее хватило разума не устраивать истерику. Это делает ей честь. Ваше Величество, я не знаю, как так получилось, но отныне я обещаю вам... Отныне вы можете обещать мне только одно, что близко не подойдете к моему сыну. Вы хорошо поняли мои слова? Я намерен просить Андрея Долгорукова стать моим секундантом. Кто будет с вашей стороны? Кто бы это ни был, он найдет возможность переговорить с князем и назначить время и место поединка. А главное, проверить оружие. Может быть, тебе самому его осмотреть? Я могу смело довериться своему секунданту? Нет, я настаиваю, чтобы ты это сделал сам. Прошу. Анна, что вы здесь делаете? Проверяю, готовы ли пистолеты к дуэли. Очень мило. Но мы справимся сами. Пожалуйста, оставьте нас. Анна, это опасно. Отдайте пистолет!